Добрый день! Сегодня пятница, в студии снова я с вами, Ирина Коваль. По всем вопросам, которые возникнут по эфиру сегодняшней передачи, вы можете связаться с нами по телефону 756-60-49 или по телефону 097 294 09 58. Тема нашего сегодняшнего эфира – игры для непослушных звуков. Все знают крылатое выражение «Что наша жизнь? Игра». Девиз интеллектуальной телевизионной игры «Что, где, когда». И это правда. Человек постоянно играет, даже когда он становится взрослым. Мы все играем свои роли. Вначале это роли детей, затем родителей, а потом уже бабушек и дедушек, и все по нарастающей. И то, какие мы здесь сейчас, закладывается в нас, в нашем детстве. Дошкольное детство должно быть радостным воспоминанием каждого ребенка. До 7 лет, до начала школьной жизни, ребенку нужно дать возможность наиграться. Игра для детей – это сама жизнь. Это и доступная форма деятельности, и средство познания окружающего мира. Любопытство и потребность активно действовать побуждают ребенка играть. Игра обогащает его знаниями, развивает умения и навыками, будит фантазию, стимулирует развитие мышления. Вспомните, как загораются глаза у малышей, когда вы говорите: «А сейчас мы поиграем в интересную игру». Не надо быть психологом, чтобы понять, какое громадное и особое место занимает игра в жизни ребенка. Но, к сожалению, есть родители, которые не интересуются игрой своих детей и думают, что дети сами знают, как лучше играть. У таких родителей дети играют как хотят, когда хотят, сами выбирают себе игрушки, сами организовывают игру. Другая категория. Родители много внимания уделяют игре, даже слишком много. Все время вмешиваются в игру детей, показывают, рассказывают, дают игровые задачи. Часто решают их раньше, чем решит ребенок, и радуются этому. То есть играют больше родители, чем ребенок. Третья категория родителей смотрят на игру как на забаву, и им безразлично, во что и как играют их дети, лишь бы ребенок не приставал к ним, не беспокоил, не отвлекал от взрослых важных дел. Ведь нам, взрослым, всегда некогда, такая у нас жизнь. Женщина-мать ныне очень занятой человек. Домашняя работа, общественные дела, и в магазины сбегать надо, и себе любимое внимание надо уделить. За день накапливается усталость, и маме уже не до игры с ребенком. И все-таки стоит остановиться и задуматься, ради чего, ради кого мы все спешим сделать? Ради наших детей. И раз так, то пусть будет обязательным делом, как еда, одежда, сон, еще и игра, общение. Узнайте у ребенка, как прошел его день в детском саду, чем интересным он сегодня занимался, в какие игры играл. Очень хочется, чтобы мам интересовали такие вопросы, а не только: «Посмотри на себя, на кого ты похож. Что можно было делать, чтобы так испачкаться?» А ребенок рисовал красками или лепил из пластилина так увлеченно, что не заметил, как испачкал дорогую футболку. Или «Ты все съел, что сегодня давали?» В зависимости от того, что ответит ребенок «да» или «нет», мама либо успокоится, либо заведется. И на этом часто общение заканчивается. А ребенку, как воздух, как витамины, нужно общение. И время на это можно найти, если, конечно, знать, что ребенку это действительно необходимо. Есть еще категория родителей, которые считают игру пустой тратой времени. Они воспитывают детей для жизни в мире, основанном на конкуренции, где выживает сильнейший и умный. Такие родители задаются вопросом: нельзя ли заменить игру более конструктивным видом деятельности? Но для ребенка не существует более конструктивного вида деятельности, чем игра. Никакие фильмы, развивающие компьютеры, игры и гимнастические упражнения не заменят малышу игру. Игра – это очень важный элемент в развитии психики ребенка. С помощью игры мы, взрослые, можем научить ребенка правилам и нормам, вовремя скорректировать его поведение, привить жизненно важные ценности, воспитывать полноценного члена общества. Игра в жизни ребенка имеет то же значение, как у взрослого имеет деятельность, работа, служба. И каков ребенок в игре, таком
во многом в работе, когда вырастет. Игра – основной вид деятельности ребенка дошкольного возраста. Одна из характерных закономерностей детского развития. Игра как форма деятельности ребенка способствует развитию у него психических процессов, личностных черт, интеллекта. Она позволяет выявить задатки ребенка и превратить их в способности. Именно в игре ребенок впервые испытывает потребность в достижении успеха и понимает, что успех во многом зависит от старания. Важно правильно подобрать ребенку игры. Они должны быть развивающего характера. Лучше всего научить ребенка разным типам игр. Существует много видов игровой деятельности. Спортивные, способствующие развитию физических и интеллектуальных сил человека. Ролевые, воспроизводящие действия других людей и животных. Художественные, передающие образ, явления природы, настроения. Дидактические – это обучающие игры, формирование определенных умений, навыков, расширение кругозора, познавательной деятельности. И развивающие – развитие внимания, памяти, речи, мышления, умение сравнивать, сопоставлять, воображение, фантазии. Дидактические игры – одно из средств воспитания и обучения детей дошкольного возраста. Такие игры способствуют расширению кругозора, получению и закреплению знаний, развитию смекалки и находчивости, побуждению интереса к различным областям науки, техники, искусства. Содействуют перерастанию детского любопытства в любознательность, а любознательности – в установку на учение. По содержанию дидактические игры делятся на игры по ознакомлению с окружающим, развитию речи, формированию математических представлений, музыкальные игры. По наличию игрового материала игры делятся на игры с предметами и игрушки, настольно-печатные, словесные. В играх с предметами и игрушки дети учатся сравнивать, устанавливать сходства и различия предметов. С их помощью дети знакомятся со свойствами предметов и их признаками, цветом, величиной, формой. В них решаются задачи на сравнение, классификацию. Настольно-печатные игры разнообразны по видам. Парные картинки, лото, домино. Основаны на принципе наглядности, но детям дается не сам предмет, а его изображение. У детей дошкольного возраста наглядность действует сильнее, чем слово. Игру необходимо проводить так, чтобы она создавала доброе, радостное настроение у ребенка. В дошкольном возрасте дидактические игры помогают детям лучше узнать окружающие предметы и возможные действия с ними, способствуют координации движению, развитию глазомера, овладению пространственными ориентировками. Широко используются словесные игры, требующие большого умственного напряжения. У детей проявляется произвольное внимание, самостоятельность в решении поставленной задачи, в выполнении правил. Руководство должно быть таким, чтобы игра способствовала умственному и нравственному воспитанию, в то же время оставалась игрой. Необходимо сохранить эмоциональное настроение ребенка, переживание радости от хода игры и удовлетворение от ее результатов. Взрослый знакомит ребенка с игрой, вместе с ним участвует в игре, чтобы выяснить, насколько ее правила усвоены. Затем предлагает ребенку играть самостоятельно. Как же используются игры в логопедической работе? Необходимость проведения серьезных коррекционных замыслов логопеда в его работе дошкольниками через игру очевидна. Работа логопеда нуждается в использовании игровых приемов в еще большей степени, нежели обычных воспитательных мероприятиях. Дети-дошкольники в большинстве своем не имеют осознанного отношения к своему дефекту речи. Некоторые даже не различают на слух правильное произношение от неправильного. Не имея отрицательного отношения к своему дефекту, ребенок не стремится от него избавиться. Следовательно, командными методами, волевыми усилиями ребенок от своего дефекта избавляться не будет. Процесс постановки и автоматизации звуков очень длительный и однообразный. Ребенку надо бесконечное количество раз повторять артикуляционные упражнения, слова, предложения с определенным звуком. Это трудно и неинтересно. И в отсутствие желания во что бы то ни стало избавиться от своего дефекта, занятия с логопедом очень скоро перестают нравиться. А домашние задания на повторение материала дети вовсе отказываются выполнять.
И вот здесь на помощь приходит игра. Именно игра, как основной вид деятельности дошкольники, позволяет преодолеть эти трудности. Игра помогает детям познавать окружающий мир. В игре ребенок может быть ученым, родителем, рабочим, конструктором, танцором, музыкантом, пастухом. Нет такой области жизни, в которой нельзя было бы узнать в процессе игры. Игра развивает речь. Мозаика, грузовик, кукла, кубики. Прыгать, качать, скользить, ползать. Мое, твое, ваше, наше. Вверх, вниз, под, на. Во время игры малыш использует огромное количество слов, причем многие из них повторяются. Это способствует развитию речи. В чем же заключается игровая деятельность на занятиях с логопедом? Побуждает детей к общению друг с другом, способствует закреплению навыков пользования инициативной речью, способствует совершенствованию разговорной речи, способствует обогащению словаря, оказывает влияние на формирование грамматического строя речи. Коррекционно-развивающие игры – это варианты упражнений на автоматизацию звука, усложненные лексико-грамматическими и психологическими заданиями. Коррекционно-развивающие игры имеют сугубо вербальный характер. При этом речевой материал максимально насыщается автоматизируемым звуком. Например, если у вас есть игра «Лото» с различными по тематикам изображениями, можно работать с одними и теми же картинками в разных вариантах. Допустим, автоматизация звука «с» в прямых слогах. Игра первая. «Назови». Передвигаясь по стрелочкам, назови все картинки, которые начинаются со звука «с». Вторая игра. «Живое, неживое». Сначала назови слова, обозначающие живые предметы, а затем неживые предметы. Третья игра. Назови ласково. Например, собака – собачка, слон – слоненок. Игра четвертая. Догадайся, о чем я говорю. Я назову слово действие, а ты подбери к нему подходящее слово предмет и проговори оба слова вместе. Например, лает – собака, мяукает – кошка. Игра «Будь внимателен». Запомни как можно больше картинок. Закрой страницу и назови эти картинки. Шестая игра. Чего не стало? Рассмотри и запомни картинки. Я закрою одну картинку, а ты посмотри и скажи, чего не стало. Такая игра может повторяться несколько раз. Седьмая игра. Хлопни в ладоши столько раз, сколько слогов в слове. Назови картинки по слогам, определяя количество слогов хлопками. Затем я загадаю слово «прохлопаю» его по слогам, а ты отгадай это слово. И восьмая игра. Состав предложения. Выбери любое слово-картинку и составь с ним предложение. Таким образом, вы познакомились с 8 примерами различных игр, имея набор игры «Лото». Можете разнообразить игровые задания. Уважаемые родители, играйте со своими детьми каждый день и получайте удовольствие от процесса игры и от общения с вашим любимым ребенком. Удачи вам, любящие родители! Вся информация, которую вы услышали в радиоэфире передачи «Скажи мне», размещена на нашем сайте www.lalio.com.ua. При желании вы можете прослушать ее повторно или предложить ознакомиться тем людям, кому важно услышать наше мнение на подобную тему. По всем вопросам, которые освещаются в теме нашей передачи, вы можете связаться со мной по телефону 756 60 49 или по телефону 097 294 09 58. Скажи мені. Найдомашніше радіо презентує авторську програму Ірини Коваль «Скажи мені». Розмовляйте із задоволенням. Слухайте програму «Скажи мені». Реклама. Кращі в місті логопеди, дефектологи, психологи для дітей і навіть дорослих. Розмовляйте із задоволенням, і нехай люди вас розуміють. Проспект Гагарина 4. Центр розвитку та корекції мовлення Ірини Коваль. Лаліо. Телефон 756 60 49. Це була реклама.